Пару месяцев назад в нашем комьюнити, да и не только на самом деле, проскочила такая новость, что Konami собираются добавить функцию просмотра рекламы в eFootball, что на самом деле присуще мобильным играм, когда за просмотр рекламы те или иные игры дают те или иные награды, соответственно. Либо энергии для того, чтобы осуществлять какие-то действия, либо дают монетки, чтобы их потратить на внутриигровые активности. И, в общем-то, разработчики всячески награждают игроков за то, что не позволяют им заработать немного больше. И, наверное, было вопросом времени, когда нечто подобное доберется и до eFootball, учитывая, что в большинстве своем это все-таки мобильная игра, и именно на мобильную версию разработчики делают упор, и только потом все остальные платформы, ПК, консоли и так далее. А поэтому информация о том, что подобная функция должна появиться в eFootball, стала достаточно громкой, настолько, что ее обсуждали не только в нашем комьюнити, но и все остальные средства массовой информации, ну, что касается мобильных игр. И для меня стало настоящим откровением, как много подобных игровых СМИ об этом рассказывали, хотя про саму eFootball они либо не пишут вообще, либо очень-очень редко. После этого у определенного количества регионов, далеко не у всех и далеко не у самых популярных, вроде бы проскакивала такая тема, что Konami раздавали определенное количество монет за просмотр рекламы, и после этого вся вот эта ситуация подутихла, но до недавнего времени, а в частности после того, как в игре появился отдельный конкретный пак за просмотр рекламы в игре. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. И разработчики даже не стали как-то это скрывать или пытаться преподнести как-то иначе и буквально озаглавили этот самый набор как награду за просмотр рекламы. Перевод данного набора можно интерпретировать по-разному, но суть остается одной и той же. После просмотра рекламы у пользователей появлялась возможность покрутить этот самый пак, который был доступен в течение одних лишь суток. И как мы можем исходить из eFootball Hub, вместе с эпическими игроками были представлены и хайлайтовские футболисты. И по сути вся разница между обычным эпическим паком заключалась в том, что этот был по сути бесплатным для игроков, но в то же время приносящим прибыль для самих разработчиков, что касается мобильной версии игры. Но опять же, вся эта тема была доступна только для ограниченного количества регионов и на мобильных устройствах. На ПК, на консолях чего-то подобного не предусмотрено. Из-за чего обидно на самом деле, потому что если так посмотреть, то ПК — это самая обделенная платформа, в то время как на консолях и мобильных устройствах действуют скидки на монеты, на тех же консолях и мобильных устройствах раздают эпических игроков за минимальный донат в лице Гвардиолы и Давида Вильи. Подобного на ПК нет и в помине, а поэтому надеяться на то, что подобная функция с просмотром рекламы появится и на ПК тоже, ну, наверное, не стоит рассчитывать вообще. Может быть, для консоли придумают что-нибудь такое, хотя в это верится крайне-крайне слабо. Но для ПК, я думаю, такое вообще не стоит ожидать даже в теории. Для мобильных устройств это привычная история, и любая другая мобильная игра содержит в себе такую функцию, позволяя заработать игрокам лишнюю энергию, монеты и прочие награды за просмотр 30-секундной или даже минутной рекламы. С другой стороны, я не совсем понимаю, почему разработчики забыли про паки за 500 золотых монет, как это было, например, с Фернандо Торресом, добавить условного Давида Вилью за сборную Испании или Гвардиолу, или любого другого далеко не самого сильного эпического футболиста, или далеко не самую сильную эпическую версию того или иного футболиста, и продавать ее за 500 золотых монеточек. Может быть, от нее будет меньше выхлопа, чем от просмотра рекламы на мобильных устройствах, но все равно я думаю, что некоторые игроки задонатят немножко монеточек, чтобы приобрести пак с конкретным футболистом. Потому что пример Фернандо Торреса на самом деле неплохой, когда не хочется тратиться на пак из 150 футболистов, когда даже у фри-ту-плейных игроков есть возможность обзавестись далеко не самой сильной, но и далеко не самой плохой эпической карточкой. А поэтому, когда разработчики делают акцент на подобные паки с просмотром рекламы, и то далеко не для всех и далеко не
не для всех платформ, ну, где-то в душе теплится чувство несправедливости, как по мне. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как и всегда, ваше мнение по поводу всего услышанного и увиденного буду ждать в комментариях под этим роликом. Хотели бы вы увидеть продолжение паков за 500 золотых монет, как было с Фернандо Торресом или Пиресом в свое время, или же механика паков за просмотр рекламы вам нравится больше? Ну, скорее всего, если она вам нравится, то вы наверняка играете именно на мобилках. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые, и услышимся в следующих роликах на канале Realistic PES. Всем пока, дорогие друзья!